Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Новую коллекцию дома Макс Мара Resort 2024 креативный директор бренда Ян Гриффитс представил как гармоничный союз высокого итальянского мастерства и скандинавского фольклора. В этом сезоне круизный показ решено было устроить не где-нибудь на южном курорте, а отправиться в более северную страну, а именно в Швецию. В качестве модной столицы бренд выбрал город Стокгольм. Локацией для масштабного шоу выступила знаменитая Стокгольмская ратуша – монументальное строение из красного кирпича с высокой башней, увенчанной золотым куполом. Это место известно многим не только как здание мэрии и одна из главных туристических достопримечательностей. В просторном Блю-холле с колоннами по периметру ежегодно проходит грандиознейшее торжественное событие – Нобелевский банкет. Но теперь по широкой лестнице в зал спускаются модели в образах от Макс Мара. И это совсем не случайно. Ведь музой новой коллекции бренда стала знаменитая шведская писательница, первая женщина-лауреат Нобелевской премии в области литературы Сельма Лагерлёф. Я думаю, многим из вас, друзья, знакома ее сказка про удивительные путешествия Нильса с дикими гусями. Сегодня Ян Гриффитс представил на подиуме комфортный и практичный гардероб, вдохновленный скандинавской культурой и однозначно связанный с уникальным местом женского триумфа. Как утверждает дизайнер, его желанием был уход от традиционной идеи курортных коллекций, целенаправленных на южный теплый климат. Гриффитс постарался воплотить в жизнь другую концепцию. Он уверен, нынешняя круизная линейка не предназначена только для курортного отдыха, где часто все сводится к коктейльным куцым платьицам и купальникам. Со слов модельера, это должны быть очень органичные вещи, которые при желании можно запросто упаковать в чемодан. Или же напротив, отправиться в офис, а можно носить просто так, для настроения. Во всяком случае, как подчеркнул автор коллекции, скандинавская культура с ее волшебными мифами, легендами, сказками вводит Макс Мара на новую территорию. В результате в модных ансамблях появились характерные для северных народов узоры, декоративные кисточки и мягкие помпоны, свитеры крупной вязки и шали-накидки, платья-рубахи с длинными широкими рукавами, ботинки на высокой шнуровке. На мой взгляд, скандинавские мотивы гармонично вписались в современную моду. Еще одна интересная находка дизайнера – венки из бумажных цветов на головах у манекенщиц, выполненные в традиционной для итальянского бренда нейтральной графике. На мудборд к модному показу Ян Гриффитс поместил изображение мини-жилетов, которые в коллекции нашли отражение в грубоватых безрукавных блейзерах. А знаменитые максмаровские пальто теперь получили в качестве декоративной детали рукав баранья нога, явный отголосок из последних десятилетий 19-го, начала 20 века. К гардеробу времен шведской писательницы отсылают также и контрастные широкие мужские манжеты на нарядах из шифона, тафты, а еще блузы с развязанным галстуком-бабочкой, что напрямую говорит о презрении Сельмы к буржуазным условностям и смелому выступлению против туго затянутого в корсеты общества тех лет. В финале показа дизайнер приготовил для поклонников марки целую серию очаровательных нарядов с флористическими узорами. Не зря ведь круизная коллекция получила название «7 цветов». Это связано с народным праздником Швеции – Днем летнего солнцестояния. Одной из самых милых и романтических традиций собрать 7 разных полевых цветов. Местная легенда гласит, что любой, кому повезет найти по одному цветку каждого вида, должен положить их под подушку, и тогда встретит во сне своего будущего возлюбленного или возлюбленную. Используя в качестве источника вдохновения целый гербарий с тщательно прорисованными акварельными иллюстрациями, дизайнер по-новому подходит к цветочному принту. Одежда и даже обувь оказались буквально усыпаны яркими растениями. Словно просторные луга в день середины лета. Часть образов здесь дополнили белые воротники и манжеты, что добавило в облик капельку городского шика. По завершению модного шоу Ян Гриффитс с улыбкой отметил: «Этой коллекцией я провозглашаю дом Макс Мара лауреатом Нобелевской премии в области моды». И пусть сказано было все в шутку, но коллекция
действительно достойна высокой награды за стать, поэтичность и спокойное совершенство. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Спасибо за ваши теплые лайки и неравнодушные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующий модный обзор. Всем красоты и здоровья, хорошего дня, позитива и солнечного настроения!